Тигран, вот, блядь, это что за хуйня, а? Тебе только скидывали видео с этой новороссийской машиной, и ты здесь нахуярил опять вот эту змеиную свадьбу. У тебя, смотри, провод выпал, блядь, просто выпал оттуда, блядь. Моноблок молчит, нам надо записывать видео. Кто делал вот это, подключал провода? Это нихуя не Лаутсон. Всем привет, у нас сегодня обычный обзор, обычные машины, но из необычного места. Хотя у нас была уже машина из Мурманска, Volkswagen Touareg был у нас обзор. Второе место официально получает по дальности, кто к нам приехал. Самая дальняя машина у нас недавно была из Шушинского, это Красноярский край. 4500 проехала. А этот автомобиль пропилил 3,5 тысячи. И даже дальше, да, ты потом ездил еще на море. И вернулся к нам, вот сейчас мы снимаем обзор, машину собрали уже, недели 2 назад, да, и как раз вот она прошла обкатку, аудиосистема работает нормально, защита всего одна была, хотя я пророчил их там много. Компоновка аудиосистемы хоть и в принципе обычная у нас, но достаточно редкие, дорогие, породистые компоненты стоят, как, например, мидбасы у нас стоят итальянские 8 NMB 420, очень крутые мидбасы, очень дорогие, с кучей патентов на борту. То есть там вот в этих динамиках порядка 5 патентов зарегистрировано, как они устроены. Отлично отстегивают как низ, так и средние частоты. Но у нас они сегодня порезаны поверху достаточно сильно, чтобы стегать пониже. Снизу они порезаны на 80 Гц. И такой достаточно плотный, серьезный мидбас отыгрывают. Как и остальные компоненты, их стоит пара. У нас в дверях полная трехполосная спарка получилась. Сверху им помогают, посередине точнее, среднечастотники 6ND410, те самые легендарные фиолетки, очень громкие, наверное, самые громкие среднечастотники из существующих сейчас на рынке, которые можно применять в автомобиле, с которых было сделано очень много клонов. Твиттеры не Италия, Киталия, так скажем, это Alphard T35, неплохие твиттеры, и они не сгорели, да, как и в принципе все здесь, хотя в принципе довольно большая мощность на них подается. Все остальные железки у нас стоят в компании Alphard, сабвуфер стоит младшей линейки DevBones 153, который уже жизнь повидал. Он здесь уже не в первой машине стоит, играет достаточно неплохо для вот такого бюджета. И усилители стоят также у нас все DevBones 2000 на этот сабвуфер и 2 DevBones 180.4 на среднечастотники и мидбасы. Примечательно, что DevBones, который работает на мидбасы, работает двумя мостами. Это попросил сам владелец автомобиля. Я был против, если честно. Но он оказался прав, не было защиты. Либо он от меня что-то утаивает. Можете предположить, какая мощность летит с такого мощнейшего четырехканальника АБ-класса двумя мостами. Каждый мост работает у нас в 4 Ома. Восьмерки в дверях мидбасы, они запараллелены. Каждый 8-омный, и получаем каждую пару 4 Ома на мост. Стоит отметить, что управление осталось в принципе достаточным. Я мосты за это не люблю, потому что пропадает управление, не получается динамики вывести на максимальную громкость. Многие считают, что чем больше мощности, тем проще, но это не всегда так. Иногда эта мощность такая неуправляемая, динамик загоняется в клип, и получается обратный эффект. Мы не можем сделать громче, мы ограничены именно вот в том, что у нас динамик начинает превышать ход в совершенно ненужные моменты. Здесь в принципе такая золотая середина получилась, хотя все равно считаю, что если бы мы сделали не мостами, а по канальным, возможно, вытащили бы больше, но хватает, да? Стучит здесь от души. Питает аудиосистему у нас 3 аккумулятора Excite, 75 под капотом и 2 95 в багажнике. Помогает аккумуляторам штатный генератор на 115 ампер. Решили не менять, не ставить дополнительный. И нужно отметить, что его здесь хватает. Минимальные просадки на заведенном двигателе 12,6. И сколько ты сказал? 12,1 на заглушенной. Да? Под капотом у нас что? У нас есть вот такая спортивная распорка. Она прибавляет 18 лошадиных сил. Да? Есть турбина, 16 вольт, все как обычно. Змея, термоусадка, особо показывать нечего. Хорошая штука, видишь, она тебе пригодилась, к ней провода очень удобно крепить стяжкой. И надо отметить также, что мотор у нас, кроме того, что 16-вольтовый, он еще есть двенашки, да? Это свап у нас такой, девятка. Четырка с 12-шным двигателем. И прет она, да, нереально, поэтому 120 едет. Здесь у нас расположена самая легальная тонировка из всех мне знакомых. На магнитиках, кстати, глянь, как удобно, да?
Остановили, оп, не тонированный. Двери у нас получились в меру тяжелые. Органы управления все остались. Мы можем здесь открывать и здесь поднимать стекло. Электропривод зеркал также остался здесь, да, вот. Это 9-шный тюнинг уже. Обшивки без каких-либо косяков, аккуратно, ровно сделано и вот размещено все, что должно было разместиться. На задней спинке у нас расположился DevBonds 2-киловаттник. Тут опять есть распорка, да, спортивная. Еще 18 лошадиных сил. Провода очень аккуратно уложены, прям супер, да, Тигранчик умеет укладывать. Ну, это скрытый элемент инсталляции, решил не париться. Но это хардкор, это SPL. Если кто-то будет троллить, вот, тролльте. 4 по 75 квадрата у нас заходит, было сложно уложить. И вот он 153, такой повидавший жизнь уже, он, можно увидеть, насколько прочная губа. Обо что-то он очень хорошенько так бился, да, в предыдущей машине. И под фальшполом у нас расположились все усилители и аккумуляторы. 2 4-канальника и 2-канальник. Магнитола наша любимая, 80-й Пионер. Сейчас покажу вам настроечки. Простой мы видим 12,8 вольт, это хороший показатель. Сабвуфер у нас порезан на 50, это я только что срезал, был на 63. Можно будет поднять, если будет не хватать гудежа, так скажем. Мидбасы порезаны, как я сказал, уже на 80 Гц. И иногда даже опускаемся на 3-й порядок, сейчас 4-й. То есть достаточно низко играют. Сверху эта полоса порезана на 5 кГц. И дальше у нас добивают твиттеры, которые работают от 8. Вопрос, наверное, у вас возникает, что между 5 и 8. Как всегда у экспертов циферных. Если мы режем на 5 кГц, это не значит, что на 5 кГц у нас звук пропадает. Он начинает плавно затухать. И если у нас между 5 и 8 есть горб, если там слишком много, то такая настройка, она не убирает звук полностью между 5 и 8 кГц, она его делает тише. Поэтому очень часто может понадобиться и на 4 порезать, и ничего страшного, не верьте никогда вот этим цифрам. Многие думают, что если здесь порезано на 5, а следующее начинается с 8, то от 5 до 8 у нас тишина и провал. Это не так. Магнитола, напомню, сейчас, наверное, самый такой топ из среднячка. Аналогов не имеет. Лучше только 99, который дороже в 3 раза. Хуже 580, который дешевле в 2 раза. И вот посередине у нас аналогов нет ни у Пионера, ни у конкурентов. Поэтому если на 99 не хватает, но вы хотите что-то лучше, чем магнитола процессорная за там 5-10 тысяч, то самый оптимальный вариант, вот 80-й, он там порядка 20-24 сейчас стоит. Имеет на борту, в принципе, практически все. Bluetooth, временные задержки, развитый кроссовер. Только, по-моему, флаг он не читает, я вот все время забываю. Не читает, да? Косяк. Вы все любите флаг, все слушают флаг, да? Ну, кстати, на сайте сейчас мы начинаем во флаге выкладывать настроечные диски на loudsound.ru в разделе загрузки. Кто спрашивал, там и эмовские, и АМТ-шные диски, и фокал, и вообще кучу дисков сейчас будем туда добавлять постепенно. Будет такая коллекция настроечных дисков в самом-самом-самом наикрутейшем качестве. И даже для особых гурманов будет хай-рез. И даже будут диски тестовые, не просто музыка, а именно специальные треки, по которым можно будет выставить правильно временные задержки, тональную точность, ширину сцены, глубину сцены. Отвлеклись, надо теперь включить, да, тональную точность и временные задержки. Сейчас все будет. Сейчас мы навалим чуть-чуть. Тигран, вот, блять, это что за хуйня, а? Тебе только скидывали видео с этой новороссийской машиной, и ты здесь нахуй опять вот эту змеиную свадьбу. У тебя, смотри, провод выпал, просто выпал оттуда, блять. Моноблок молчит. Нам надо записывать видео. Кто делал вот это, подключал провода? Это нихуя не LoudSound. Лучше мы, к сожалению, басуху не можем показать, потому что... Да, это 9, тут чтобы открыть, надо открыть и еще раз открыть. Потому что у нас отпал провод. Но это делали не в LoudSound. LoudSound так не делают, да, Тигран? Кто-то где-то забыл и проебал. Извини, но я буду это показывать. Потому что это надо показывать. Поэтому слушаем только фронтуху, да? Хотя мы можем его туда аккуратненько привонзить. И через охуенные искры включить басуху. Но мы не будем этого делать. Придется дать на меды побольше. Меды, если сгорят, Тигран, короче, виноват.
Чтобы было пониманию на заглушенную. Просто тут когда 1 это 0, да? А когда 2000 это 900. Ну, можно просто завести ее. Ну да. О. Да, питание есть. Короче, вот такой вот проект получился. Хорошо сделал Тигран и хуево одновременно. С проводкой. Будем троллить сами себя, чтобы не это. Да, будем показывать, когда вот такие косяки вылезают. Буду, короче, искать специально. Вот пока не найду хотя бы один косяк. Вот если я не найду ничего, тогда вот нормально сделал. Валево, кстати, будет. Будем снимать теперь у нас. Жесткая валево у Миши Рема. Вот прям да? Там что происходит. У Миши Москаленко, да, вот, кстати, посмотрите, он снимал уже обзор этой машины. Реклама Миши небольшая. Миша, с тебя вино, я шучу, не привози. Миша, говоришь так, случайно, говоришь, вина привези, все, все спиваются, он привозит цистерну. Все, это был канал Loud Sound, ставьте там, вы знаете, что ставить, подписывайтесь, вы сами знаете там на кого. Всем показывайте громко. Сейчас машина проедет, подожди. Я уже загорел. А ты с моря, да, только? Тебе нормально. Клоны, копии, подделки. И еще машина. Сейчас вот самое время троллить майку потную. Хотя нет, сейчас я еще сильнее вспотею. 6 НД 410, среднечастотники. Да уже ж твою мать. Не очень удачный ракурс мы выбрали. Его, в принципе, надо отметить, что здесь хватает минимальные просадки. Да ебаные же мухи, а! Магнитофон, напомню, один из самых сейчас... Да ебать у меня морда. Змеиная свадьба вот здесь, но проводов, видимо, было слишком много. Да ебаная муха! Сука, еще кусают так больно. Многие считают по-другому, что чем больше мощности, тем громче можно сделать. Да ёб же, надо перезаписать этот мопед, это пиздец, как громко было, да?